Мне приятно быть узбеком. Приятно слышать. Я не знаю язык, но я очень обещаю, что я выучу узбекский, я выучу через 1,5 года, я буду хорошо говорить. Проблемы с первого же дня. Я не знаю, ты еще не пришел, у тебя уже есть проблемы. Ведь наши клиенты в 400 раз более требовательные, чем голландские клиенты. Никакой демократии. Резко туда идем. Это больно, это всегда приятно, но да, команда должна всегда подстраиваться под игру, которую ты ведешь. Самое главное – это не идти до конца, а когда ты понимаешь, что ты ошибся, признать ошибку и не идти дальше. Во всей этой истории выигрывает клиент, который... Абсолютно. И каждый SEO, в конце концов, тоже будет уволен. Всем привет! Мы начинаем подкаст с тобой. Сегодня у нас по-настоящему большой подкаст, потому что у нас сегодня Big Boss Андрей Питахин. Привет. Андрей, спасибо, что пришли, уделили время. Коротко расскажу об Андрее. Андрей уже 20 лет в VEON Group. Он возглавлял компании Билайн в Армении, в Грузии, в Кыргызстане. Сейчас вот уже почти полгода Андрей в Узбекистане. Андрей, еще раз добро пожаловать. Да, мне очень приятно быть здесь. На самом деле уже 24 года я в Билайне. Да, здесь только 4 месяца. Ага, что, да. Но каждый на учете. Освоились, как вам? Прекрасно. Я очень люблю. Я не первый раз в Узбекистане, но прям самое главное, вот самое лучшее, наверное, слово, которое можно сказать про Узбекистан – теплота. Здесь тепло. Даже если дождь, даже если что-нибудь не так, все равно тепло. Даже когда снег, почему-то тепло. Ну, зима была довольно суровой в этом году. Ну, классно, да. Ну, Узбекистан считается солнечным, и Ташкент тоже. Что касается людей, вы заметили какие-либо особенности в людях, которые отличаются? Вы же часто путешествуете, знакомитесь с людьми, и вот что бы вы могли сказать о людях в Узбекистане с точки зрения как людей народа и с точки зрения людей как бизнеса? Ну, каждая страна – это отдельная всегда психология, отдельные какие-то вещи, отдельные эмоции и так далее. И я всегда открыт к культуре, и я слушаю, стараюсь чувствовать. И что, опять же, я могу сказать про здесь людей, которые живут в Узбекистане, то, что они всегда очень мягкие и очень такие вот прям вот открытые, и очень, то же самое слово, теплые. Даже в сложной ситуации как-то все по-другому, как-то вот это мягче, как-то теплее. Я не могу сравнивать. Все народы хороши, все там. У меня в крови есть молдавские корни, есть бурятские корни, есть какие-то еще. И при этом я понимаю, что все хороши. Ну, прям теплота и мягкость вот здесь вот в Узбекистане, она чувствуется прям с первого дня, с первой недели. Особенно, когда ты погружаешь себя. Даже когда я понимаю, что я уже не гость, я уже житель и так далее. И вот прям вот это мои чувства, которые я почувствовал вот прям с первого дня, и я до сих пор вот прям уверен, что это правда. А вам уже говорили хоп болят? Мне говорили хоп, я понял, что это такое. Но нет, я знаю, что всякое может быть за вот этой вот вывеской, но в целом, еще раз, прям очень хорошие впечатления, очень приятные и замечательные. Мне приятно быть узбеком. Приятно слышать. Плюс один узбек в Узбекистане. Я еще привезу. Welcome. Можно ли сказать, что узбеки больше склонны сглаживать углы? Несомненно, всегда. Но за этим стоит тоже такая вещь, когда тебе говорят «да», это обычно хоп. А вроде как и нет. И с этим тоже нужно учиться. Нужно учиться с этим всем работать. Но эта мягкость, она для меня очень приятна. Там, как я уже говорил, мой дедушка молдаванин. Молдаване тоже южные люди. И для меня это прям вот меня как из роддома забирал. И вот прям я ближе к южному, чем к северному, к мягкому, чем к резкому. Поэтому мне очень хорошо здесь. В связи с тем, что вот вы, опять-таки, вернемся к тому, что вы недавно в Узбекистане, и можете ли сказать, что к этому моменту Узбекистан для вас стал каким-то вызовом с точки зрения профессиональной?
Несомненно, каждое место работы, если ты хочешь по-настоящему работать, а мы по-серьезному, я никогда не в шутку не бегал по работе, это всегда вызов, потому что здесь гораздо более сильная конкуренция. 5 операторов, которые очень серьезные, очень серьезные. При всех вещах, я говорю, здесь один из самых дешевых мобильных интернета в мире. Да. То есть при очень маленьком чеке, который платит тебе клиент, ты должен огромные деньги инвестировать, чтобы чтобы успевать за своими конкурентами. А это как? Значит, ты должен доказать своим акционерам, что тебе можно доверять, это нужно. И мы инвестируем гигантские, мы десятки миллионов долларов. В том году 100 миллионов долларов. Это огромные деньги, которые просто так не отдадут. То есть все по-серьезному, все очень по-серьезному. Здесь очень серьезный рынок с очень серьезными вызовами. И что важно, нужно понимать клиент, чего он хочет. Я не успел погрузиться совсем далеко. Я был только в Фергане, в Самарканде. И я даже если смотреть Ташкент, Фергана и Самарканд, насколько разные рынки, насколько разные люди, насколько разное поведение. И это очень серьезно. Очень серьезно. Прям до сих пор у меня еще нет ответа на вопрос, как понять этот рынок, что здесь работает, что не работает. Я вижу команду. Команда очень хорошая у нас в Билайне. Реальные профессионалы, которые любят свое дело, которые любят страну, которые любят клиента, которые думают каждый день о том, что нам сделать хорошо. Это гигантский вызов. Это гигантский вызов. И сказать, что я такой опытный, я 24 года в Билайне, я там был и там был. Весь мой тот опыт, который был там, он может только немножко помочь. Он может мне дать возможности что-то протестировать, но это точно по-другому. Здесь по-другому. Каждый раз всегда по-другому. И это другое, это тоже драйвит и прям очень, очень серьезно дает такой прям какой-то дополнительный такой прям всплеск энергии, потому что здесь драйв, точно будет драйв, это драйв, да. Здесь точно по-другому. Хорошо, что я знаю, но одно из тех же 5 вещей, которые я из долгой работы в Билайне, Билайн Вион, это огромная школа, которую наверное, можно вряд ли с чем-то сравнить, всегда будет по-другому. Ты не можешь делать так же. Ты должен взять свой опыт и применить его по-другому. И не так, как было у меня до этого. Можно ли сказать, я, скорее всего, уже знаю даже заранее ответ, что вы учитесь новому, придя в Узбекистан? Конечно. Для меня это часть того, почему, тут же вопрос, когда ты приходишь, не просто иди туда, хорошо, я пойду, это еще принятие решения для себя, готов ли ты пойти, потому что это изменение, например, когда ты перевозишь себя, перевозишь тех, кто тебе близок в новое место, это стресс, это реальный стресс, большой стресс и так далее. И делаешь зачем-то, потому что это интересно. Например, для меня абсолютно новый бизнес – это то, что у нас здесь есть компания, которая Vion EdTech, которая, фактически мы как рекламное агентство, если очень просто. Мы продаем рекламу, причем мы продаем рекламу, так интересно, не только здесь, в Узбекистане, мы продаем рекламу еще, например, в Бангладеше, Пакистане и в Казахстане, там на тех рынках, в которых есть Vion. Этот бизнес для меня совершенно новый. Я уже знаю, что такое инструменты, я знаю, что такое, где разместить баннер и так далее, где плохо, где хорошо. То есть я учусь, каждый день учусь, и меня это очень-очень сильно, и прям мне нравится, меня возбуждает. В общем, это круто. Это круто. Это часть, почему я здесь, и часть того, что я уверен, что это часть успеха, который у нас будет вместе. Я тоже на это очень надеюсь. Я уверен. Андрей, смотрите, вы упомянули про команду. Я так понимаю, вы командный игрок. Правильно? Я всегда командный игрок, и даже более того, самый лучший, наверное, пример такой, я играющий тренер. Для меня я не могу сидеть там и показывать, куда бежать. Нет, я буду бегать. Если нужно, я буду вратарем. Если нужно, я буду защитником. Если нужно, я буду нападающим, в зависимости от того, какая ситуация и что происходит. Могу быть и рефери, показать желтую карточку. Нет, тут как раз для этого есть акционеры. Но нет, я могу. Да, у меня есть правда, как у все-таки
тренера, даже играющего, у меня есть возможность заменить кого-то на поле, я это делаю. Вот. Это больно, это не всегда приятно, но да, команда должна всегда подстраиваться под игру, которую ты ведешь. Вот. Но для меня всегда не может быть такого, что один победил, там, или как бы вот взяли самого лучшего нападающего, и мы тут победили. Нет, это всегда команда. В которой есть плюсы и минусы. Команда, в которой есть кто-то слабее, кто-то сильнее. Команда есть кто-то подходит для одной задачи, а кто-то для другой. И вот все это вместе склеить, и вот прям как я вижу свою цель, и свою задачу, и свое там самое большое, что я приношу. Я как играющий, почему на поле? Потому что я должен чувствовать своих игроков. И вот как склеить их так, чтобы они двигались вместе, так, чтобы они взаимодействовали, это самая большая задача руководителя. Чувствовать, например, когда кто-то устал, заменить, не совсем, а посадить на скамейку запасных, а кого-то, наоборот, нужно там как-то мотивировать, а кому-то пинка дать. Это часть задачи вот этого самого играющего тренера, но никогда не победишь один, даже если ты будешь Рональдо, даже если ты будешь Месси. Нет, побеждает команда, не побеждают игроки. Да, правильно, красиво сказано. Апеллируя классическими понятиями, какой стиль управления ближе к вам? Демократичный, авторитарный, либеральный? Это очень хороший вопрос. Я действительно очень сильно тренированный. Меня тоже тренировали. Многие тренеры, играющие, не играющие, разные у меня были руководители. Вот. Я могу быть любым. Если дом горит, то никакой демократии не может быть речи. Нужно сразу брать, давать пинка, говорить, кому брать шланг, кому брать ведро, кому сыпать песок и так далее. То есть, нужно быть жестким, когда страшно. Но самый эффективный способ управления, как я считаю, это когда ты даешь свои... я не назову его демократичным, это неправильно. Демократия – это слишком такое широкое понятие, сейчас его девальвировали очень сильно. Когда ты даешь своим подчиненным возможность делать задачи, выполнять задачи так, как они умеют это делать, так они и хотят. То есть, я уверен, что я не самый лучший технарь, я уверен, что я не самый лучший продавец, я уверен, что я не самый лучший HR, я уверен, что я не самый лучший человек, который взаимодействует с госорганами. Я умею склеивать. И дать тем ребятам и девчатам, которые со мной работают, возможность делать работу так, как она доходит. Во-первых, это эффективнее всего. Во-вторых, они получают больше удовольствия от этого всего. Я уверен, что стиль, который многие называют демократичным, а я называю просто, когда ты даешь своей команде возможность выбирать, как делать задачу, он самый эффективный, самый лучший. Но если пожар, никакой демократии. Резко туда идем, делаем и так далее. То есть там прям, даже если это неправильно, то в какой-то момент времени нужно, чтобы кто-то просто сказал, идем в эту сторону. В общем, я могу быть разным. Правильно ли понимаю, чтобы применять метод, о котором вы говорите, демократически, он подразумевает, что у вас изначально должна быть очень сильная команда, которая точно знает, куда и как действовать. Это тоже иллюзия, что бывает такая самая сильная команда, лучше которой не бывает. Мы живем в мире, там есть какие-то слабые участки у тебя в команде, есть более сильные участки и так далее. Я могу сказать, что команда, самая лучшая команда, которая может работать, это та, которая взаимодействует вместе. Опять, если взять самых лучших игроков, но которые не могут координировать действия между собой, все. Там коэффициент полезного действия сводится к нулю. То есть самый крутой нападающий, самый крутой защитник, они просто все провалят и тебе забьют невероятное количество голов. А когда команда работает вместе, когда она нацелена на один результат, когда она идет в одну сторону, ведь как единомышленники – это не те, которые думают одинаково, это те, которые смотрят в одну сторону. Когда команда понимает, куда идти, когда между членами команды есть такая эта химия, которая работает, когда вовремя конфликты сглаживаются, или когда нужно, например, кого-то там электрошоком возбуждается, вот тогда она идет вперед и делает. Идеальных команд не бывает никогда. Бывают только прям синхронизованные команды, и они добиваются результата. Неважно где, неважно как, неважно при каких ресурсах и так далее. Огромное количество примеров, когда не было денег, и команды добивались результата. И огромное количество примеров, когда было все, и, в общем, все рушилось. Главное, чтобы это была команда единомышленников, которые смотрят в одну сторону и которые синхронизованы. Здесь-то и проявляется роль тренера на самом деле.
который... Да, скорее всего. Да. И тут тоже вот это пример. Вот когда пришел в Узбекистан, ну, понятно, что я ОКЕ там, да, вот это вот, там все. Я наверное, самое первое, что я сделал, я ушел из кабинета предыдущего генерального директора. Я перешел в Open Space, я сижу сейчас реально в Open Space. Вместе, прям на первое попавшееся место сел, там оказался маркетинг, очень приятные люди, очень там со мной рядом сидит Никита с голубыми волосами, прекрасный человек. Вот. Просто потому, что быть ближе. Я не могу быть окей, я должен быть там, где люди делают дело, там, где люди... Это помогает. Вот прям ко мне можно подойти, вот я сижу, ко мне можно подойти и сказать: слушай, Андрей, там, ты не подписал, там что-то подпиши. Или там, а вот у вас там вот тут нужно, чтобы вы там что-то... самые простые вещи, но если в простой диалоге, когда нужно подойти к твоему ассистенту, чтобы она назначила время, кто ж пойдет-то там, это же долго. То есть вот сократить время, я чуть быстрее, чуть раньше сделаю что-то, значит, наша команда быстрее бежит вперед. Вот это вот очень важно. Это очень важно, и это вот прям быть на поле, быть вместе. Еще раз, это идеальная ситуация. Огромное количество проблем, огромное количество вещей, которые не совпадают друг с другом, там они есть. Но, да, как бы вот прям еще, чем ближе мы друг к другу, чем правильнее мы понимаем, тем больше и лучше результат. А расскажите, пожалуйста, с какой проблемой вы столкнулись, придя в Узбекистан? Скорее всего, столкнулись-то с какой-то проблемой. Одна из таких... Вот я вам скажу, вот когда людям кажется, что генеральный директор — это одни только вот эти вот прям такие цветы, я не знаю, там какие-то бонусы и так далее. Нет, работа SEO — это всегда проблемы. Проблемы с первого же дня. Я не знаю, там, ты еще не пришел, у тебя уже есть проблемы. Вот. И я вот какую-то такую прям большую проблему, то есть я ожидал, что будет сложно. Я ожидал, что будет непросто. И вот так оно и получилось. Наверное, самое такое, вот прям вот первое мое было, это когда мы защищали бюджет Узбекистана перед нашими акционерами. Почему это важно? Это важно, понятно, что там две вещи. Первое, сколько денег нам дадут для того, чтобы строить для клиентов там какие-то вещи, сколько денег нам дадут, чтобы делать новые продукты, сколько денег нам дадут, чтобы мы были более диджитал и так далее. Это одна часть. Но вторая часть, которая очень важна, это какие цели будут поставлены и получат ли... все же мы, нет. Эмоциональная часть работы очень важна, но все равно важно также, получим ли мы бонус в конце года. Да, это очень важно. И я боролся, придя, не понимая то, что было, я боролся с акционерами за то, что поставьте нам такие цели, чтобы люди их выполнили. Они должны быть тяжелые, они должны быть непростыми, но выполнимыми. Не надо нам вот этих вот... как же так? И вот это вот был, наверное, самое большое. Она кажется такой, удивительной, но еще раз очень многое зависит от руководителя именно тогда, когда он стоит и защищает вот это вот своих 2000 человек для того, чтобы они получили бонус, потому что они будут хорошо работать. Это вот, наверное, первый вызов, который у меня был. То есть я боролся со своим шефом. Коротко о работе SEO. Кто не знает, SEO тоже подотчетное лицо. Подотчетное... У каждого SEO есть свой SEO и далее. Да. И каждый SEO, как и обычный работник, перед лицами руководящими отчитывается, показывает, почему работа выполнена так, а не иначе. И каждый SEO, в конце концов, тоже будет уволен. Или хорошо, или плохо, но точно будет. Жестко. Правда, да. Вернемся к неидеальности команд. И вот как раз к ошибкам. Как вы относитесь к ошибкам и что делать с людьми, которые ошибаются? Вот принцип, который я не знаю, откуда взял, но, наверное, учили меня это все. Каждый имеет право на ошибку, но ни у кому не дано право делать одну и ту же ошибку дважды. Я вот прям уверен, что ошибаться хорошо и правильно. И я уверен, что мы должны вот прям позволять людям ошибаться. У нас еще вот тоже часть нашей восточной культуры, она говорит о том, что тот, кто ошибся, понятно, мы не японцы, харакири не делаем, но очень близко к этому. Еще раз, нормально ошибаться, нормально что-то сделать не так.
И самое плохое, что я видел в своей жизни, это когда люди, а у нас это часто бывает здесь, прям в Азии как раз, это когда люди пытаются скрыть свои ошибки, знаете, присыпать, да, вот как кошечка там, когда что-нибудь сделала не то, она там раз присыпала, вроде как нет ничего. Я верю, что нужно создавать такую культуру, которая бы вот такое слово американское, да, ошибайся быстро. Вот если ты ошибаешься, быстро ошибся, все, понял, туда больше не ходим. Нормально, вообще никаких проблем. У меня была ошибка, вот, которую я себе тоже помню. Я ошибся на $3 миллиона. У нас был проект $3 миллиона. Мы сожгли его. И мой начальник, тот, который... Я думал, меня уволят. Ну, правда. Он сказал: Андрей, it's okay. $3 миллиона. Да, это, вот еще раз там, я больше такого не сделаю, потому что я понимаю, что это была гипотеза, которая не оправдалась, которая оказалась в данном конкретном времени, в данном рынке несостоятельной, хотя мы все в нее верили. То есть ошибаться правильно. Не делает ошибок, кто совсем не учится. Вот так вот. Все. Да. Вопрос чисто от тебя. Как вы пережили такую неудачу в $3 миллиона? Я просто представляю, точнее, не представляю. Тяжело. Нет, вопрос даже не в том, что тебя уволят, не уволят там. Да, это как личное. Да, это вот ты поверил, ты побежал, там же вопрос даже не про денег, вопрос про время, про то, что прям большие усилия были. Мы делали... Обманутые ожидания, да, продукты. Мы переоценили рынок и переоценили свои возможности. И я в чем, опять же, что я стараюсь выбить из нас, мы очень медленные, и мы где-то не успели с точки зрения скорости. Если бы мы... Возможно, мы на каком-то этапе, опять же, если бы мы были быстрее, мы поняли раньше, что мы ошиблись. Но большая корпорация, большая бюрократия, мы очень медленные, мы хотим быть быстрее, но у нас не получается и так далее. А все стоит денег. В конце концов, все стоит... Весь наш опыт это ты теряешь или... 3 вещи, да? Это время, деньги и здоровье. Все. Да. И как ни крути, ты этим расплачиваешься за то обучение, которое получаешь. Угу. Ну да. Было больно. Было больно. Часть моих седых волос оттуда. Как долго прошла акклиматизация после такого? Я очень позитивный человек, и я очень быстро восстанавливаюсь. Я думаю, что дня 3-4 там. Фантастически, по-моему. Да. Я бы, наверное, на 3 года в рехаб ушел после такого. Нет, когда ты работаешь, когда вот прям что очень важно, ты несешь ответственность за людей вокруг, да, это, ладно, мой фейл там и так далее, ты должен, людей вокруг тоже, нужно нацелить их на другие задачи, задач много, ты должен бежать вперед, вот здесь, там. В общем, переживать некогда. Как говорит один очень известный человек, нет времени на раскачку, поэтому нужно брать и кидать. Что плакать-то про прошлое? Оно случилось и случилось. Это очень крутое свойство, на самом деле. Уметь пережить неудачу, идти дальше и ставить уже следующую цель. И двигаться к другой цели, которая, скорее всего, принесет результат, правильно? Еще раз, вот прям возвращаясь, ошибаться нормально. И даже когда ты идешь к следующей цели, ты понимаешь, что там тоже может быть ошибка, главное не бояться. Но когда один из 10 проектов выстреливает круто, он окупает все остальные, даже вот эти $3 миллиона, которые там... Мы вернули деньги акционерам, мы сделали лучше в итоге, там все получилось, но только по-другому. Вот. И если бы мы не пробовали то, мы не сделали бы это. Ну, да. Это очень важно. Но каждый неуспех, конечно же, он тяжелый, и если не получить такой иммунитет, антидот к неуспехам, то ты не сможешь быть вот прям наверху, не сможешь быть SEO, не можешь... То есть у каждого SEO, у каждого Наполеона есть свое Ватерлоо. Да, и свой разгром, да. И свой чудовищный разгром, да. Андрей, перейду, возможно, к очень важному, одному из самых важных вопросов. Вы стали SEO Билайн Узбекистан. Да. И у клиентов есть какие-то ожидания, само собой. Какие изменения вы можете, скажем так, пообещать нашим клиентам? Что изменится в Билайн с вашим приходом? Какие новшества, может быть? Дорогие клиенты, будет круто, я обещаю. Но если серьезно, я вот прям вижу, что у Билайн Узбекистана реально невероятная вот эта вот диджитал-экосистема, которая уже выстроена сейчас, когда если ты клиент Билайна, вот прям, то
ты, в принципе, можешь все, что ты хочешь, понятно, еду мы еще не продаем, но это пока. Но цветы уже продаем. То есть, вот все, что тебе нужно, ты можешь там смотреть кино, слушать песни, покупать все, что угодно, там, я не знаю, там, звонить, смотреть. Наша задача — это не просто быть вот прям какой-то компанией, которая, как звонилка, да, позвонила и тебе ответили. Нет, мы хотим быть сервисной компанией с лицензией на телекоммуникационные услуги. И мы к этому движемся, и мы будем туда идти. Во многих странах мира, даже западного мира, нет такой системы, которая здесь есть у Билайна, и которую мы там вместе сейчас оттачиваем. Что-то где-то не работает, что-то где-то там, я не знаю, не все песни Энрике Иглесиаса можно найти в нашем приложении. Но это пока. Мы все сделаем, То есть я все, что могу, это продолжать. А можете сказать, как вы получаете обратную связь? Вот вы, как глава компании, у вас только подчиненных там больше десятки, да? А как получать от 8 миллионов клиентов обратную связь и принимать решение о том, что делать дальше? Это, наверное, самый сложный вопрос. Тут даже вопрос не то, что обратная связь, а как понимать, что, что ты в правильном направлении движешься и что ты делаешь правильные вещи. Это очень тяжело, особенно у нас же Восток, да, все тебе говорят, окей, молодец, вот так. Как понять, когда ты ошибаешься? Как понять, что ты не туда идешь? Мы, вот прям команда, это не мой опыт, это билайновский опыт, это опыт Билайна большого, хорошего, когда мы каждые 2 месяца ездим в поля, мы прям реально ходим по точкам, не знаю, там, встречаемся с дилерами, с клиентами, с конкурентами, прям спрашиваем, задаем вопросы. У меня сейчас пока еще есть большой барьер, это, я не знаю язык, но я очень обещаю, что я выучу узбекский, я выучу через 1,5 года, я буду хорошо говорить по-узбекски, не идеально, но хорошо. Прям коммитмент. Вот. И нам дают обратную связь. Мы после таких походов собираемся потом вместе и целый день обсуждаем, чего же там мы набрали, вот это вот так или не так, нужно ли изменить или не нужно изменить. Например, одно из тех, что вот прям прям этими руками сделано. 2 раза я был в Самарканде, был в Фергане, и был вопрос, оттуда, что нам нужен тарифный план, который простая звонилка, без всяких там, без интернета. Вот прям дешевая, но звонилка. Я встречаюсь с Максимом, конечно, директором, говорю: Максим, надо звонилку. Он говорит: нет, не надо звонилку, ты не прав. Я говорю: окей, еще там тоже надо. Мне можно сказать нет. Я хоть и генеральный директор, я могу ошибаться. Я говорю: окей, Максим, нет. Это было в Самарканде, после Фергана. Я говорю: Максим, слушай, что-то не то, тут все хотят звонилку. Он такой: нет, звонилку не хотят, это не так, ты ошибаешься. В общем, в итоге я уговорил, я не настоял, я уговорил Максима, прямо вот, чтобы звонилку запустили. Так звонилка работает. Да. Люди платят деньги для того, потому что у нас здесь совершенно другой... Есть большое количество клиентов, которые по-другому себя ведут, и это для них надо. Я сейчас не про звонилку конкретно, а про то, что вот это прям с полей. Даже я принес пользу для компании, вот как бы будучи очень далеко от... То есть мы стараемся узнать то, что хотят люди. Вы не раз упомянули про корп-культуру, и вот в связи с этим вопрос... Мы вот с Софией очень долго даже обсуждали в прошлом году во время подкаста. Билайн очень много вкладывается в корп-культуру, и она действительно другая, она отличается от других компаний, да? Вот, про это мы могли прям часами обсуждать, и реально обсуждали. Вот вы пришли со стороны недавно, и, грубо говоря, физически даже погрузились, да, в нее. Первый вопрос: как она вам? Второй вопрос сразу же: насколько она вам близка? В чистом виде, какая она есть. Очень прекрасный вопрос, да, там есть ответ такой, что там по-русски, наверное, звучит чуть-чуть по-другому, но смысл такой, что корпоративная культура ест любую стратегию на завтрак. То есть если у тебя культура, которая стратегия не совпадает, неважно, что мы нарисовали на этих картинках, неважно, что мы презентовали, это мощнейшая вещь, которая есть, и что самое важное, ее невозможно поменять прям вот так вот там. Я сегодня хочу другую культуру, даже если уволить всех. Это все равно невозможно. К счастью, в Билайне одна из самых сильных корпоративных культур, я в это верю. И даже если она как-то
и от страны в стране меняет, ну, как бы другая, ну, понятно, мы все, да, мы не можем быть одинаковыми, но основа ее, она всегда одна и та же. Первое – это открытость. Возможность там опять сказать то, что ты хочешь. Там, чтобы никого не притесняли, то есть вот там ОКЕ, конечно, есть где-то больше, где-то меньше, да, там, но в целом все равно, там, если ты младший научный сотрудник или ты генеральный директор, люди чувствуют себя достаточно близко, ну, как бы не чувствуют себя то, что они где-то там совсем... Ну, открытость к новому. И вот прям, опять же, вот прям яркость какая-то. Я не могу сказать, как это... Вот это все есть. Прям вот... Да, мне жизнь дала такое счастье, там, как минимум в 5 прям поработать, да, то есть поработать билайновских компаний. И там везде это есть. Это везде. И когда я пришел сюда, для меня, ну, как бы, да, здорово, то, что мне нравится, то, что действительно делает вот, ну, чувство, что мы другие. Это, конечно, это плохо говорить, что мы другие, но реально, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Это уникальная культура корпоративная, которой я нигде не знаю. Мы все бывшие Есть классная фраза: ты можешь уйти из Билайна, но Билайн из тебя не уйдет. Да. И это так. Кого в Узбекистане вы считаете конкурентом Билайна? Когда прямо здесь, когда пришел, я про ту экосистему, которая у нас здесь есть, я смотрел, ну, как бы вот прям на презентации, на то, что у нас происходит, и я понял удивительную вещь. Мы диджитал-компания с лицензией на телеком-услуги. Мы не конкурируем с ребятами на рынке на телекомовском. Нет, все, это даже не вчера, это позавчера. Мы вообще в другое. И это тяжело, и это интересно, и это, конечно, там иногда страшно, потому что вот условно, там, у тебя есть там, 10 миллионов долларов, а куда их потратить? Вот базовые станции построить, что кажется правильным, или, новый продукт запустить, что кажется страшным. Ведь продукт — это круто, ведь, а вдруг не взлетит, а как же так? И вот с такими мыслями я и ложусь спать. Во всей этой истории выигрывает клиент, который... Абсолютно. Еще раз, там иллюзия, что нам платят деньги наши акционеры, нам платят деньги наши клиенты. И клиент тебя выбирает, не выбирает. И когда прям, каждое утро, ну, как бы, когда я ложусь спать, я думаю, куда деньги потратить, а каждое утро я смотрю, сколько мы заработали. И я понимаю, где у нас произошло что-нибудь не так, где нам там есть ли рост, нет ли роста, там пользовались, не пользовались, там, что вот как вот прям мы запустили новые станции в каких-то там городах или деревнях, и что там происходит. То есть прям это очень важно. Клиент — это номер один. Все, что мы делаем ради клиента, это всегда номер. Вот прям, когда клиенту плохо, то нам точно нехорошо. Клиент это всегда... Наши клиенты, они платят... Просто штаб-квартира была в Голландии, когда я смотрел счет здесь и там, да, в 20 раз меньше, но требований в 20 раз больше. То есть 20 умножить на 20. Наши клиенты в 400 раз более требовательные, чем голландский клиент. И мы приносим клиентам то, что им действительно нужно, иначе нас бы никогда не покупали, иначе никогда бы нам не платили деньги, никогда бы к нам не приходили, никогда бы нас не ругали даже. Потому что если ты ругаешь, люди же тратят сил на то, чтобы нас поругать. А это значит, мы им нужны. Там, каждая ругань, каждый негативный фидбэк от клиента, я считаю, очень хорошим. Это прям прекрасно, это прям здорово. Говорите нам, какие мы плохие, для того, чтобы мы стали лучше. Это прям здорово, это хорошо. И мы читаете их? Читаете фидбэки? Я читаю, но их так много, что я боюсь, что то, что я читаю, это не репрезентативно, а там в основном негатив. И еще раз, я читаю все. Рынок Узбекистана круто развился, да, вот только что отметили. Вот какие условия должны быть внутри страны для того, чтобы появлялись крутые продукты, вот и дальше появлялись, да, вот реально же Узбекистан очень круто продвинулся за последние 5-10 лет. Страна развивается прям крутейшим образом. И отрасль вот именно IT, телекома и вот диджитал, то, что есть, очень развивается быстро. Я вижу, что вот прям
самое главное вот в этом всем просто поддерживать рост. И, ну, как бы, вот нам, как бизнесу, вот, прям вот, ну, я всегда говорил, и всем регуляторам, с кем встречался, когда меня слушают, меня обычно не слушают, я говорю, вы нам просто не мешайте. Вы просто нам не мешайте. И сейчас вот страна делает, мало того, что не мешает, она еще и дает огромные вещи, которые нам действительно вот прям, прям помогают, да. Узбекистан прекрасная страна с прекрасным прям регулированием. Сейчас я прям не на кого пожаловаться, только там на себя, если почему ты так медленно бежишь. Ты должен бежать быстрее. Хочется обсудить стрессогенность работы SEO. Мы чуть-чуть это уже затронули, да? Вот. Как соблюдать баланс в жизни? Ну, я так скажу, что самые, и простейшие вещи, да. Вот сегодня в 7 утра я играл в теннис. В 6:50 я был на корте. Что такое в 6:50 быть на корте? Это значит, нужно проснуться в 5:50. Это тяжело. Это значит, нужно лечь в 22:50, как минимум, и так далее. То есть, наверное, базовая вещь, когда ты совмещаешь вот это вот прям, как это, нагрузки физиологические. Кровь должна бегать, мышцы должны работать. Это очень-очень важно. Я стараюсь заниматься, 3-4 раза в неделю. Вот опять, почему утром? Потому что никто не знает, как вечером, когда придешь домой. Я не могу коммитмент какой-то сделать никому, а как бы всем же нужен, чтобы там ждать тебя, не ждать. Вот. То есть физиологические нагрузки – это очень важно. Второе и очень важное – это баланс между, как бы дома. Дома тебя должна ждать позитивный настрой. Да? То есть это значит, что ты должен часть времени уделять тем, кто тебя ждет дома. Как ни крути. И это тоже тяжело, потому что иногда ты не можешь узнать, сколько времени ты потратишь на работу и так далее. Вот. И очень важно прямо реально вот прям букировать время для тех, кто дома. Потому что если ты приходишь домой, а там говорят, я тебя не видел уже там, я не знаю, сколько лет, а вообще, и кто ты, там, и когда дети тебя не узнают, да, это тоже бывает. Вот. Это часть колеса, которую надо поддерживать. Абсолютно, прям вот даже в ущерб чему-то на работе. Это очень важно, вот эта вот часть. И, наверное, третий такой момент – это позитив. Вот, я про то, что нужно... Вот, этому не научишься вот так сразу, но я реально, прям вот я как Андрей, и я как SEO, это две разных сущности. То есть там, например, может быть страшно, там шеф наругал, я не знаю, провалили все, вот как я прямо сказал, $3 миллиона выкинул в пропасть, да, там реально суицид, реально там это, все. И когда ты учишься и пробуешь научиться, что это другое, а это я, вот, тут это очень важно. Во-первых, тут есть другое, и это сохраняет тебя психологически от таких, там, прям, как это называется, от головокружения, от успехов. Это тоже помогает жизни. Но обратное, это когда здесь большие неудачи, они по-любому будут. Мы по-любому где-нибудь что-нибудь запорим, по-любому где-нибудь что-нибудь там произойдет нехорошее. Там я сохраняю здесь, да, это не мои проблемы, это проблемы SEO. А я, Андрей, я вообще хороший, нормальный, это я. В общем, для того, чтобы баланс был, это прям физиологические нагрузки, это первое. Второе, это чтобы дома тебя ждали и хотя бы радовались тебе, да, и там на это нужно инвестировать время, и это прям серьезно. Третье, это то, что вот прям разделять себя и как профессионал, и как человек, да, и там и здесь там больше позитива. Ну и, наверное, четвертое, тоже очень важная такая штука, которую я, прям вот несу, это учиться. Вот как учиться и учиться. Там учиться, может быть, книжки читать, я не знаю, людей слушать, куда-нибудь ездить на семинары, там, я не знаю, если есть возможность и так далее. То есть, даже не учиться, а развиваться. Вот чувствовать, что ты что-нибудь новое находишь в мире, потому что... А чему вы обучали последний раз? Прошу прощения, если что перебил. Кайтсерфингу я учился. Это неуспешное было. Но пробовали. Да, я могу вставать, там, да, разворачиваться. Но это не самая лучшая история, да. У нас из основных вопросов все. У нас будет буквально 3-4 вопроса. Они будут в виде блица. Один из них я прямо только что придумал, пока мы обсуждали наших драгоценнейших клиентов. Вот, я думаю, вам понравится. Первое. 3 слова, которые, по вашему мнению, описывают Билайн Узбекистан.
О, круто. Будущее диджитал. Вот так вот. Круто. Будущее диджитал. Второй вопрос. 3 качества, которые вы цените в сотрудниках. Это, наверное, там, как это сказать, там, curiosity, это любопытство, честность с точки зрения того, что там выполнять свои обещания. То есть там, ну, как бы, честно, не то, что там ты $100 не украл, а это именно пообещал, сделал, да, и нацелены, ну, как вот на результат, то есть там прям, когда люди хотят чего-то добиться, это очень-очень важно. И прям вот из этого складывается все. Дайте совет молодым предпринимателям, что сейчас нужно делать молодежи для того, чтобы через, скажем, 10 лет стать успешным предпринимателем? Я, наверное, дам совет, что вот все говорят, нужно идти до конца. Вот ты взял, и нужно идти до конца. А я вот уверен, что самое важное у предпринимателя, особенно у которого очень мало ресурсов, мало времени, мало сил, и тебя не поддерживает огромное вот это... Я говорю, я $3 миллиона спалил, машина меня простила, и я вот еще CEO. Да? А у предпринимателя нет такой возможности. Самое главное — это не идти до конца, а когда ты понимаешь, что ты ошибся, признать ошибку и не идти дальше, вовремя остановиться, да, и понять, что твоя идея, твоя модель, твоя, я не знаю, там, то, что ты делаешь неправильно, это прям очень-очень круто. И вот прям нужно вовремя остановиться. Вот я прям... И многие не знают. Я сам тоже много раз не останавливался, куда только не заходил. И сейчас вот после такого опыта, наверное, если бы кто-то мне дал такой совет, я бы, во-первых, его не послушал. Мы же мужики, мы же не можем остановиться до конца. Но еще раз, там, нормальный человек, который думает о своих силах, о своих ресурсах, о том, что у него есть не бесконечные патроны, да, прям вот вовремя остановиться, это самое лучшее, что может быть, для того, чтобы сохранить силы для нового какого-то проекта, рывка, толчка и так далее. В общем, видишь, что не то, остановиться — это круто. Это, что называется, здравый смысл, наверное. Да, но это даже как бы больше, чем это. Ну, иногда же просто перекрывает, и в глазах темно, и человек просто не может остановиться. Перед вами я за компанию пошел учиться в юридический институт, и я доучился, я юрист, у меня есть диплом, но я самый плохой юрист в мире. Если я всем говорю, что кому-то спросить, кто самый плохой юрист в мире, Андрей Пятахин, вы даже не думаете, да, все. Я просто дошел до конца. И как бы, и зачем? Интересный пример. Ужасно. И самый бонусный такой вопрос. Ваши пожелания тем, кто оставит комментарий внизу? Я просто примерно знаю, что... Ну, я вот прям... Моя любимая фраза — это то, что сказал, как этот... Оскар Уайлд. Все, что хуже, чем плохие слухи про меня, может быть только отсутствие слухов про меня. Оставляйте все, что хотите. Я буду рад всему. Вот прям вот всему. Потратьте силы на то, чтобы написать. И я буду счастлив. Ну, я еще раз уверен, что любые комментарии, любые эмоции, любые, какие бы они ни были, это хорошо. Это хорошо. И я знаю, что я не идеален. У меня много минусов, много там всяких разных вещей. Но если кто-то прям потратил силы, набрав на клавиатуре что-то для меня. Оставляйте комментарии. Любые комментарии с любым содержанием. Всем рады, всех прочитаем. Андрей, в первую очередь, спасибо вам за то, что выделили время. Это вот наша вторая попытка, да? Было выйти. Вы смогли выделить время, пришли, и у нас получился, на мой взгляд, очень крутой контент. Всем спасибо. Это был подкаст с тобой.